Осенью прошлого года мы взяли на прокат байдарку и сплавились по нижнему течению реки Энц от города Файнген до известного виадука в Битtigheim-Bissingen. Теперь у нас есть свой надувной каяк, и мы решили продолжить сплав оттуда, где закончили его в прошлом году. Из Биттигхайма мы отчалили позади небольшой группы байдарочников. Вода в низовьях Энца довольно мутная, как и во многих равнинных реках с глинистым руслом. По берегам густая растительность, из живности встречаются птицы. Менее чем через час предстоял первый плановый перенос каяка по суше. Возле бывшей предельной фабрики нужно обойти водослив. Здесь мы закрепили под днищем курсовые стабилизаторы. Я их сначала не поставил, опасаясь обломать на отмелях. Но уровень воды оказался достаточно высокий, а так называемые акульи плавники все-таки сильно повышают курсовую устойчивость. С ними мы и отправились дальше вниз по течению в сторону города Биттигхайм. В районе Биттигхайма реку преграждают еще два водослива. Здесь нам предстоял еще один 800-метровый волок. Смотри, вот что мы обносим. Вот почему мы не поплыли дальше. Специальные тележки для байдарок продаются по ценам от 70 евро. Но наша копеечная сумка на колесиках справилась с задачей отлично. Обратите внимание на изящный велосипедно-пешеходный мост с плавным, удобным для велосипедистов въездом. А еще для велосипедистов здесь оборудована станция самотехпомощи. Вообще Биттигхайм, в котором мы не раз бывали, очень красивый город. Его средневековая часть с каменными зданиями, крепостной стеной и башнями лежит на более высоком правом берегу Энца. На левом берегу мы увидели мельницу, которая работала здесь с 17 века, а сейчас превращена в маленькую гидроэлектростанцию мощностью примерно на 8 электрочайников. На террасе с видом на старый город можно поесть мороженого, чем мы и занялись. Сразу за Биттигхаймом Энц впадает в Неккар. Хороший вид на этот район открывается сверху, с виноградников. И вообще, в долине Неккара, особенно на обращенных к югу склонах, выращивают много винограда. Это производство дает региону плюс 20% культуры. Отсюда можно пройти по реке более 10 километров безо всяких препятствий. Мы ограничились 5 километрами, помимо 7 уже пройденных по Энцу. На берегу и на реке люди предавались субботнему отдыху. Катались на велосипедах, на лодках, ловили рыбу. Неккар довольно крупная река и федеральная водная магистраль. От Плохингена до Мангейма, где Неккар впадает в Рейн, река является судоходной. В пути нас догнал балкер Ханна Кригер. Когда сидишь в надувной байдарке, а рядом проплывает 100-метровая махина с тоннажом под 2500, это внушает уважение. Известны, кстати, трагические случаи столкновения байдарочников с грузовыми судами. Чтобы подобного не допускать, следует не щелкать клювом и держаться вне фарватера. Левый край фарватера обозначается зелеными буями или шестами, а правый — красными. Нашу речную прогулку мы закончили возле излучины около города Кирххэм. Неккар сильно петляет или, как говорят гидрографы, меандрирует, оставляя живописные витки. За этим изгибом находится атомная электростанция Неккар-Вестхайм, одна из последних в Германии. Ее последний энергоблок планируется вывести из эксплуатации в текущем году. Речные прогулки – отличная альтернатива пешим походам. Один недостаток активного отдыха – после него приходится снова отдыхать.